Представители знака зодиака Овен. Овны, мои дорогие, здравствуйте. Второй прогноз, гороскоп. Декабрь 2023 года. Последний месяц уходящего года. Мы подводим итоги, строим планы на будущее. В декабре мы невольно будем словно оборачиваться назад, сравнивать, анализировать. И эти размышления, они необходимы нам для того, чтобы сделать важные выводы или принять какое-то окончательное решение, с чем-то определиться. Такое состояние будет обусловлено ретроградностью планет. К примеру, Юпитер и Уран уже на протяжении последних месяцев находятся в ретро-движении в знаке зодиака Телец. И это основная тема у нас благополучие. На работе благополучие, дома благополучие. В центре внимания отношения и финансы. Отношения как и в социуме, как опять же среди коллег, так и в нашей личной жизни. А также это ретро-Меркурий, который с 13 декабря присоединится еще к этим двум планетам и пробудет до 2 января 2024 года тоже в ретро-движении, в знаке Козерог. 2023 год, мои дорогие овны, начался как раз с ретро-движения в Козероге, Меркурия. И завершается этот год, опять же, ретро-движением Меркурия в знаке зодиака Козерог. Вот весь этот год – это год адаптации к каким-то изменившимся условиям. И мы действительно за этот год подводим итоги. Давайте узнаем основные позиции на декабрь месяц у Таро. И это будут две колоды Таро иллюминатов и золоченое Таро. Первая карта, которую мы с вами достанем на Таро иллюминатов, будет означать важное событие для вас или что будет для вас, мои дорогие овны, в центре внимания, в приоритете на декабрь. Что-то хочет перевернуться. Усталость. В центре внимания. Это не та карта, которую я достала, но, видимо, о чем она хочет сказать. Во-первых, какую-то рутинную работу или то, что может сделать кто-то другой, делегируйте. Вы люди сильные, вы люди активные, и, может быть, в вашем окружении всегда есть желающие часть своих обязанностей переложить на плечи овна. Как будто будет важным действительно заниматься только тем, что для вас наиболее актуально. По этой карте режим многозадачности как будто, не самый уместный. Хотя карта говорит, да, у тебя хватит сил выдержать это, но посмотрите, на карте нам показывает человека, который прилично одет, и он тянет эти 10 жезлов, не разбирая дороги. То есть он понимает, что да, он должен донести. Нам говорят, да, ты дотащишь эти 10 жезлов. Но вопрос целесообразности. Если бы человек, который смотрит в землю, он даже не видит горизонта, он не видит, что творится по бокам от него. Он просто поставил себе задачу: я должен, мне нужно. Вот если мы где-то включимся, впряжемся буквально в такой режим, мы можем для себя лично что-то упустить важное. Если бы этот хорошо одетый человек посмотрел, поднял бы глаза и увидел: вот она башня, к которой я иду, какая-то серая облезлая башня, зачем она мне? Может быть, он бросил бы эти жезлов и не стал терять время попусту. Вот что-то подобное у вас, видимо, может быть в декабре. Или, в принципе, для нас, для всех, вы знаете, этот год, он большие перемены нам принес. И вот какая-то неопределенность будет у нас вызывать чувство усталости тоже. Итак, давайте я сама достану. Важное событие, мы сказали. Что в центре внимания для вас? Что будет радовать и помогать? С какими неожиданностями мы можем столкнуться? Какие возможности перед нами откроют декабрь? И достанем карту, что скрыто. Может быть, мы чему-то не придаем значения, вот так вот по десятке жезлов, обросли какими-то обязанностями, обязательствами и идем, не разбирая дороги. А может быть, и правда кто-то хитрит. И мы посмотрим на основные сферы жизни: дела, работа, бизнес, финансы, личная жизнь. А впоследствии мы раскроем эти карты на колоде золоченого Таро. Итак, давайте будем смотреть, что же за важное событие. Ух ты, правда. Либо вывод будете делать какой-то,
или принимать решения, может быть предложение, может быть это как побудительный мотив для кого-то из вас, новость, которую вы получите. Туз жезлов, безусловно, как по этой карте прорисовано, словно через облака нам рука подает жезл. Поэтому, какова бы ни была ситуация, понимаю, у каждого по-своему, меня смотрят люди из разных стран, даже как кризис какой-то. Для вас это будет означать действительно какой-то новый жизненный этап, новые возможности. Именно, может быть, и открываются благодаря каким-то кризисам. Мои дорогие овны, для кого-то, знаете, из вас может проиграться все-таки с тузом жезлов. Такое может быть. Это кризис для кого-то, но для вас это открывает новые перспективы. Поэтому, может быть, нам и десятка жезлов говорит, ты должен чего-то не упустить. Как бы оно ни звучало, может быть, не очень так лицеприятно, но не включайся, может быть, даже в помощь всем и всюду. Вот у тебя сейчас может каким-то альтернативным вариантом решаться как какие-то судьбоносные темы, которые для вас очень важны, или какие-то возможности, опять же, потому что даже если для кого-то этот минус, а для вас это можно переиграть как будто в плюс или в какую-то перспективу. Будьте внимательны как к своим мыслям, так и к тому, что вас окружает. Мы ведь никогда не знаем, когда к нам эти возможности и каким образом придут. Правда, для вас может быть очень знаковый месяц, декабрь, когда в чем-то и точку поставить, так и построить планы на будущее, исходя из того, что это будет уже в декабре. Тут немножко, понятно, у каждого по-своему. У кого-то в личной жизни это может проиграться, у кого-то возможности, как и в заработках, как и в финансах, так и ваши какие-то дальнейшие перспективы. Давайте будем смотреть, что будет радовать, что будет помогать. Ваши близкие, какой-то личный союз, может быть, это союз и творческий. Иногда называют эту карту прошлого. И если мы говорим про личную жизнь, я не могу сказать про новое знакомство, а как раз уделяйте внимание, и будет вас именно радовать, если вы окружите себя добрыми, искренними людьми. У нас по этой карте искренние отношения проходят. Именно второй иллюминатов. Прорисовка этой карты такова. Посмотрите, у нас дети с белыми волосами. И вот белый цвет – это всегда символ чистоты. Вот когда к нам не меркантильно как-то или с каким-то своим интересом относятся, а когда воспринимают нас такими, какие мы есть, и когда, может быть, эти отношения, и неважно, про работу, про личную даже, в принципе, жизнь, а те люди, которые нас не пытаются перекроить на свой лад, и на кого мы можем, как и понадеяться, и довериться, может быть, доверить свою душу, проговорить что-то для себя очень важное. Для вас, видимо, будет очень важно чувствовать чью-то поддержку. И по этой карте она у вас как будто есть, мои дорогие овны. Все-таки эта карта очень положительная. Может быть, это то будет, на что вы сможете опереться, то, что вам будет помогать. Ваши близкие, это может быть или ваш партнер по браку, или ваш друг, подруга. Здесь по-разному. Или какие-то еще связи могут проиграться с учетом туза жезлов, когда для кого-то из вас та или иная ситуация с родственниками или с людьми, которых вы знали долгое время, может быть, вы и не видели друг друга или не слышали друг друга. Здесь вы можете планировать что-то на последующий период, именно взаимодействуя вот с этим человеком. И у кого-то такое тоже может быть. Но тут как раз шестерка кубков. Действительно, радости вам, мои дорогие овны, уже в декабре обеспечены. Будут темы для того, чтобы порадоваться, и причем не раз. Давайте мы посмотрим, с какими неожиданностями можем столкнуться. Есть определенные задержки с деньгами. И правда, вот эти планеты, которые я перечислила, ретроградность, и тем более в знаке зодиака Телец, может быть такое, все, что касается благополучия, словно становится на паузу. Но надо сказать, декабрь сам по себе, наверное, до середины месяца еще больше активности. Потом уже Рождество идут праздники. Это в целом, как бы, понятно, не для всех, у каждого свое вероисповедание. Но, тем не менее, в целом мир даже, он немножко как будто затормаживается или притормаживается. Нет какой-то активности. Могут быть и задержки, допустим, с оформлением бумаг.
ну, какого-то чиновника не оказалось, сразу не подписал. Но вообще, если мы говорим про деньги или про какие-то ваши намерения, цели, они не отменяются. Они действительно, может быть, становятся где-то на паузу, или сам по себе ритм декабря, он не будет каким-то, как реванш, синкопа, какого-то убыстрения. Но, в принципе, нет как таковых неожиданностей, мои дорогие. Давайте посмотрим, какие же возможности. Правда, с чем-то определиться. В этой колоде карт, это у нас прообраз Юдифи. Мы знаем, что Юдифи отрезала раз и навсегда. Уж отрезала, так отрезала. Отказалась от какой-то помехи. Причем помеха это была не только для Юдифи, а для всего ее народа. Какое-то важное решение, бесповоротное решение вы можете принять. Возможности большие по этой карте. Отчасти это быть популярным, сделать что-то такое, отчасти, что от вас не ожидают, вполне вероятно. Возможности и, кстати, основной приоритет по этой карте – наше молчание. Когда мы никому не говорим, что мы собираемся делать. Может быть, очень узкий круг людей, кому вы можете довериться, но, в принципе, действительно молчание золото. Удача и счастье любят тишину. Если мы говорим, какие возможности это значит для вас, какой-то важный вывод и решение откроет перед вами дальнейшие перспективы. Как будто не нужно оглядываться назад. И нам говорят туз жезлов. Правда, что-то подобное у вас в декабре будет. Может быть, это, знаете, даже ваш какой-то не просто инсайт, основной вывод, может, и, возможно, обстоятельства сложатся таким образом, что вам легче будет сделать этот вывод именно в декабре. Но определенно от чего-то вы откажетесь, и вам от этого решения будет хорошо. Вы как будто освободитесь от какого-то груза за плечами. И в целом-то для вас это будет, знаете, еще, я бы сказала, как смена парадигмы. Это наверняка. Вы можете, мои дорогие овны, прийти к выводу, что так, как я поступала или поступала прежде, когда больше было огня то в действиях, или больше желаний, больше какого-то рывка или больше какой-то активности мне всегда мешало. Теперь я понял или поняла, что мне нужно действовать совершенно в других энергиях. Мне нужно быть хладнокровным. Кто-то из вас как раз по этой карте может проанализировать какую-то прежнюю ситуацию, когда вы, может быть, где-то взяли себя в руки, в чем-то остановили и действовали совершенно нетипично, не так, как вам свойственно, не так, как вы делали прежде. Вот есть какая-то тема такая, когда вы себя похвалите за то, что себя словно удержали от эмоционального какого-то, может быть, всплеска, а может быть, отдачи кому-то обещаний. В какое-то дело, может быть, словно не ввязались, не самое красивое слово, но правда, вы можете себя похвалить, что вовремя кому-то сказали «нет» твердо. Что скрыто? Ваше счастье, ваша радость. Вот правда, тут что-то такое хорошее, доброе. Для вас на длительный период это туз кубков. Здесь, конечно, могут быть вопросы отношений, любви, нежности, ласки. Все то, что нас вдохновляет. Когда хочется и видеть мир, и быть открытым этому миру, взаимодействие больше. Когда мы видим вообще мир в других совершенно красках. Вот что-то такое счастливое, доброе, как будто скрыто. Вы можете не видеть, может быть, из-за того, что что-то задерживается или идет каким-то своим чередом, а я себе распланировала уже, в какой-то другой временной позиции. Неважно, у вас все случится. Пусть это деньги, или какая-то поездка, или оформление, или какие-либо решения. То есть задержки могут быть, но как будто ваша удача, счастье и благополучие не отменяется, но, видимо, на какой-то период времени вы можете засомневаться, поэтому и говорит карта. Не сомневайся, ты будешь счастлив, мой дорогой Овен. Хорошо, идем дальше. Дела, работа, бизнес. Давайте посмотрим. Правда, что добавить? Карта Солнца. Карта Солнца – это выбор правильного направления, особенно в этой колоде. И это у нас как минимум, где-то несколько месяцев. Значит, в декабре какой-то тезис-план в уме, как минимум, Овен будет себе составлять на полгода где-то вперед. Может быть, где-то и с заходом на год, уже 24-й. Но по этой карте не случайно десятка жезлов, опять же, нам перевернулась, и нам говорят, в приоритете именно мы сами, наши достижения.
наши честолюбивые, может быть, планы, амбиции, то, что мы хотим добиться, достичь. И у вас для этого великолепные возможности. Быть счастливым, другое качество жизни построить. И по Солнцу, вам все удается. И это старший аркан, он действует, я бы сказала, не только на 1 месяц. Всегда это продолженное решение или продолженное какое-то, может быть, словно поддержка высших сил, которые хотят, чтобы какая-то самореализация, мои дорогие овны, у вас состоялась. Хорошо, давайте мы откроем, что у нас по финансам. Правда, какая-то скорость, что-то будет решаться. 8 жезлов – это быстрые события. Может быть, и посмотрите, вверху у нас лежит 7 пентаклей, мы говорим о паузе. А внизу как раз у нас, наоборот, противоположная энергия про ускорение. И по 8 жезлов к нам может прийти какое-то сообщение, и нам нужно быстро откликнуться. Видимо, смотря какие вопросы вы ставите перед собой. Эта карта не расскажет обо всех позициях сразу. К примеру, как возможность заработать деньги или новый какой-то доход, когда нужно откликнуться, как будто примерить на себя, может быть, одним звонком или одним разговором хотя бы сказать: да, я в теме. Для кого-то из вас возможности переезда. Или, если мы смотрим на финансы, вопросы имущества, недвижимость. Тут тоже может быть. Или движимое имущество, автомобиль. Вот есть какая-то скорость, когда мы для себя, словно как лед тронулся, можем что-то кардинально изменить. Что в личной жизни? Личная жизнь, мои дорогие овны, уделите внимание своей личной жизни. Как будто овен должен быть счастливый вот во всех позициях. Что по деньгам, что по работе, по делам, что в семейной или в личном счастье, когда мы в паре, когда нас любят, понимают, когда наш дом полная чаша, и это комфортный, уютный дом, куда мы приходим отдыхать. Конечно, у кого-то вопросы, связанные с детьми, могут быть. Давайте я немножко поясню. И мы раскроем эти карты. К примеру, 8 жезлов. Основная, если это про финансы, основная работа или основной источник заработка. Вот достанем такую карту. И что там нам напророчит финансы. Здесь нужно быть аккуратными и не поддаться на какое-то предложение, которое может поначалу быть, знаете, как пафосно, что-то такое перспективное. А по факту, если мы начнем что-то просчитывать, мы можем засомневаться. Вообще, по рыцарю мечей у кого-то может быть действительно какая-то поездка. Когда мы едем и на местности разбираемся с чем-то. У кого-то из вас вопросы наследства могут проиграться, мои дорогие овны. Это понятно не у всех, а для кого это актуально. Когда придется собраться и какие-то вопросы согласовывать. О чем говорит нам рыцарь мечей? Как-то так с деньгами все-таки быть очень аккуратными. Не могу сказать, что вот мы достали из кармана деньги и отдали бездумно, или за что-то заплатили. Перед тем, как, может быть, что-то приобрести, или совершить какую-то сделку, или важную покупку, эта карта нам напоминает, с одной стороны, о юридических моментах. Может быть, договор, если какой-то купли-продажи, значит, нужно просчитать и прочитать все, что написано разным шрифтом, себя как будто подстраховать. Вот об этом нам говорит карта. И с другой стороны, если вы просто получаете обычный доход, вы ходите на работу в организацию, компанию, какую-то, все привычно, значит, отчасти могут быть такие ситуации, когда будут споры по поводу финансов. Может быть, делят премию, кому сколько дали, да? О чем говорит нам эта карта? Где-то больше на сохранение собственного дохода и исключение всяческой возможности риска. С другой стороны, если мы говорим, все же у нас Уран и Юпитер в Тельце, могут быть, знаете, как в коллективе разговоры по поводу финансов, и будет много недовольных. У вас сейчас Солнце и туз кубков, как будто так или иначе финансами вы остаетесь довольными. Но, видимо, не ввязаться в какой-то конфликт с недовольными для вас будет тоже важно. Давайте мы посмотрим новый доход. Ожидания. У кого-то это новый доход буквально, когда ваш партнер по браку или с кем вы проживаете
получит деньги, и доход вас будет как раз радовать. Или, правда, что-то может стать на паузу, что-то может задерживаться, хотя деньги у вас будут. Для тех, кто в паре или человек семейный, определенно ваш супруг или супруга, видимо, как-то выровняет в целом финансовую ситуацию или добавит со своей стороны, да, своего дохода, все равно то, что мы говорим, общий котел, когда вы остаетесь довольными. Но задержки, правда, мои дорогие, могут быть. Кстати, по задержкам, если такое происходит, вы как будто все равно получаете. Если мы по основному месту работы и рыцарь мечей говорим. И если люди даже, да, вот недовольны или есть, ну, как будто какая-то атмосфера сама по себе не очень, в общении именно, не очень благоприятная. Мы не должны быть втянуты в конфликт, принять чье-то мнение, решение. Почему-то у вас на финансы, поэтому я могу предположить, больше это может касаться тех, кто уже основной источник дохода, как, может быть, отчасти и пенсия, может быть, вы ожидали, что повысят. Наверное, нет, не повысят. Или какие-то еще статьи доходов. Или обещали, может быть, вам на работе тоже какое-то повышение, именно или дополнительные какие-то деньги в декабре. Вы их получите, но, возможно, или в самом конце декабря, или где-то в январе. Могут быть задержки, поэтому будьте внимательны. Давайте мы с вами посмотрим. Личная жизнь для тех, кто в паре, все понятно. И вообще, я бы сказала, кто в сложных отношениях, есть возможность помириться, найти взаимопонимание. Это карта баланса, шестерка кубков и еще и дипломатия. Даже сложные какие-то углы, острые, мы словно можем так сгладить, договориться, проговорить какие-то темы, которые раньше не решались. Но я все же достану карту. Самое главное, вы не должны в себе сомневаться, понимаете? Если в вашем союзе действительно сложные отношения, вы хотели бы их сохранить, не думайте о том, что я попробую, а у меня все равно не получится. Не думайте о том, что прежде что-то у нас там не получилось, не нашли взаимопонимания, и если я сейчас начну инициировать, то, значит, все равно ничего не добьюсь. Тут как будто карта говорит, ты лучше попробуй. Во-первых, с десяткой кубков как раз и получится, плюс 6 у нас кубков идет также. Как раз и получится договориться. Может быть, кому это актуально, принять Соломоново решение. Самое главное, не строить догадок и сомнений. Всегда какие-то сомнения искажают реальность. Помните об этом. Для тех, кто один или одна, новые отношения, возможность. Вообще, посмотрите, я бы сказала, тут для всех. Может быть, случайное какое-то знакомство. Кто знает. Туз жезлов, карта солнца, шестерка кубков. И две карты, десятка кубков, мои дорогие. Посмотрите. Личная жизнь определенно для вас как-то складывается удачно в декабре. Понятно, что от наших действий или от вашего решения будет зависеть ваше качество жизни. Но пространство, Вселенная, мои дорогие овны, в декабре вам определенно помогают. Перекладывайте на себя и будьте счастливы и любимы всегда.